Переходим к следующей уважаемой чакре, к аджне. Почему уважаемая? Потому что в целом отвечает за реализацию, действовать, преодолевать, да? Вкладывать энергию, достигать результата. И если аджна сбоит, все остальные действия сбоят. Да? Изменения по себе, достижения по себе, по своей судьбе, они будут мизерные, если у человека нет воли, если он не готов сражаться за победу. В данном случае то, что мы идем по внутреннему строению чакр, общие закономерности, все это в целом основано на двуличии. То есть официально человек говорит «я за». Да, вот по аджне, за что там основные лепестки отвечают? Ответственность и энергетическая сила, воля. Я за, это правильно. Но у меня что, сил нет? У меня что, способность нет? Я в конкретной ситуации за это отвечать не могу. А так я согласен. Но на выходе результат, собственно, такой же. Да? Такой же. Ты не прав, тебе за это нужно будет отвечать. Значит, первый блок вопросов по ответственности, точнее ее противоположность, безответственность. Программа первая. Да? Безответственность за себя и судьбу сжигают дотла. Дальше по запчастям. Да, ответственность, это правильно, это классно. Ты должен отвечать, ты. И у тебя есть потенциал, и у тебя, и у тебя. А я отвечать не хочу, мне как бы облом. Мне удобно прятаться за чьей-то широкой спиной, за чьими-то другими достоинствами, пользоваться чужой радостью, чужой энергией, чужим талантом. А я убогенький такой, как рыбка прилипала, прилип, и вот так. И мне вот нравится быть бедняжкой. Да? Неважно, мотивы могут быть разные. Следующая любимая программа всех бедняжек. Не могу, я хочу всей душой. Но вы же знаете, ручки у меня короткие, голова маленькая, ножки не ходят. Ну, в принципе, я не могу. Ну что с меня взять? Ну, не можешь, так и не можешь, так и ничего и не получишь. Так и будешь человеком, который не реализовал свое предназначение. Так устроено, что, как правило, вам никто не дает задачи, превышающие ваши возможности. То, что получает человек в своей жизни, да, он получает по плечу. Программа «да, хочу, да, могу». Но из принципа делать не буду, или лень мне мешает, или еще что-то. Да? Человек, который идет к классным результатам, каждая минута на вес золота, действуй и получай результат. А человек, а я делать не буду, бездействие, сжигаю дотла. Движение к любым классным результатам. Себе пообещал, другому человеку пообещал, сделал, все. Хорошая репутация, да, и взаимоотношения могут развиваться, процессы могут развиваться, ты идешь к цели. Когда ты не берешь обязательств, или когда ты их не выполняешь, все. Ты никуда не идешь, ты нарабатываешь себе печальную карму. Далее, программа наработки себе тяжелой кармы и разрушения всего хорошего. Обвинение, самооправдание. Что такое обвинение других? Да ты должен делать, ты обвиняешь кого-то. Клевета. Тебе аукнется по полной программе. Да самооправдание. Вместо того, чтобы убрать слабость, проблему, ты ее защищаешь. Ты разрушаешь себя, она тебя разрушает. Да, ты отвечаешь за то, что ты не сделал то, что должен сделать. Да? Не накапливать энергию. Да? Это комплекс процедуры, с собой управлять и набирать целенаправленно, и следить, чтобы не терять, не входить в процессы, которые тебя обестачивают. Энергия — это ценность, и ты думаешь о том, как ее не терять, как сделать, чтобы сила твоих ощущений, огня в груди, поток шаркес, чтобы состояние постоянно росло. Тогда ты заботишься о своей душе. Если ты этого не делаешь, ты не заботишься о своей душе. Ты говоришь, вот это вот важнее, я готов разрушаться, неважно, скандаля, изнемогая где-нибудь или входя в какие-то другие изнурительные процедуры. Ты готов себя бросить под колеса танка, под гусеницы танка. Если ты не контролируешь свое состояние, у тебя нет цели накапливать энергию. Хорошо, следующая программа близкая не контролировать энергию. То есть в идеале это там раз в день, раз в неделю, там, раз периодически. Я расту или рассыпаюсь. В течение дня энергия прибывает или убывает. Это нужно поставить на контроль. Фактически, что самое важное? В целом для человека, идущего по пути развития, да, в сфере эзотерики, программы, на них держатся все кармические воздействия, твоя судьба. Меняй программы. Воздействие уходит, судьба переписывается. Если ты негатив, меняешь на позитив. Второе — это энергия. Если ты ее наращиваешь, все, сила, счастье, там, влияние и так далее, энергия, ресурс для способностей, для чего угодно у тебя есть. Если ты ее теряешь, ты теряешь все. Память, здоровье, с трудом ходишь. Где еще человек проигрывает?
человек, идущий к успеху. Да, есть преграда, неважно, любая неприятность, тебе нужно на порядок больше сил и энергии, чтобы ее преодолеть и прийти к цели. Ты пробуждаешь энергию. Где человек проигрывает? Преграда, ой, он выключает энергию, он не сражается. Он и задачу не решает, но он в целом привыкает, выключая энергию, вместо того, чтобы увеличивать на максимум. Да, трус бледнеет, проигрывает. Если ты сильный, ты идешь к чему-то, классным результатам, и тебе нужно больше энергии, потому что ситуация требует. Да, ты или в осадок, или энергию на максимум. Необходимо что? Энергию на максимум. Следующее. Не мобилизировать силы. Да? Есть сложная ситуация или там какая-то, ну неважно, с чем ты встречаешься по жизни. Вот чем она сложнее? Больше сил нужно. Пробудить силу нужно. Поток, шаг, крест, настроить, неважно там. Холодный душ принял, поджимался, побегал. Тебе нужна энергия. Да, нужна энергия. И ты думаешь, как ее пробудить. Без этого, если ты не пройдешь ситуацию, если ты слаб. Да? Поэтому задача, чем сложнее ситуация, чем там ответственная, чем там, неважно, там, экстремальная какая-то, тем больше всего нужно. Энергии больше, внимательности больше, отвлечения к нулю. Да, вот, ты так должен действовать. Следующая программа – быть уязвимым. Ой, не так посмотрели, не так сказали, что-то произошло, мне больно, нервничаю, переживаю, страдаю, обижаюсь, ну и так далее. Ты воин, что ты ноешь? Пожалуйста, пусть знания, любви и силы. Будь счастлив. Это зависит от тебя, от твоего выбора. Ты душа, у тебя есть Бог, пожалуйста, открывайся, включай веру, набирай энергию. Все. Для счастья достаточно, если у тебя есть Бог, вера и душа. Все остальное – это твои заморочки. Твои заморочки, которые ты должен уничтожить. Чему открылся, то и получаешь. Да, поэтому цель должна быть воином, быть неуязвимым, сильным. Не должно быть страданий, переживаний. Что-то не так, сверяй свои поступки и решения с духовным законом. Принимай решения на основе законов. Сражайся, будь доблестным. Покой, свет, сила, вера и все остальное. Дальше дополнительные лепесточки, кто помнит, да, это всевозможные способности. У каждого человека есть свои достоинства, свои таланты, да, есть там образование, есть свои достижения. Да, когда человек говорит, нет способности, лжец, другие нехорошие слова, что он делает? Программа «Мало способностей». А почему мало? Кто сказал, что мало? Сколько заслужил, столько и получил. Не больше и не меньше. Столько, сколько должно быть. По твоим заслугам. Нужно больше. Вперед. Все ж только за. Кто ж тебе мешает больше? Никто. Хорошо. Следующая программа. Напоминаю основные задачи эзотерики. Да, первое – это знание, прежде всего духовные законы. Те, что качественно меняют человека. Принял правильное решение, проблема ушла из твоей души, получил позитивное какое-то подключение, приз. Из судьбы негативчик ушел, получил возможность. Так пользуйся. Да? Это работа с информацией, с законами и ценностями. Второе – с энергией. Накопи энергию. Третье – раскрывай способности. И напрямую общайся с тонким миром. Ваше глубокое убеждение. Ты должен расти. Для чего ты родился? Развиваться и творить. Да? Сражаться со злом и утверждать добро.